Приветствую! Сегодня мы поработаем из положения side control, да, удержания сбоку, и разберем одну удушку, которая называется хлеборезка, да, ее называют. Как мы работаем с вами? Для того, изначально наш side control, мы берем классический захват, да, это когда одна коленка у нас где плечо, а вторая коленка под тазом. Это рука. Мы ее вот так забираем и руку убираем под голову. И вторую руку убираем под руку. И для более плотного удержания я рекомендовал бы вам вот той рукой, которая находится под головой, брать вот здесь кимоно вот в районе подмышки. Тогда захват и чуть-чуть к себе затягивайте. Тогда ваш захват становится более плотнее, и сопернику более тяжелее работать будет. При этом не забываем, что, находясь в сайд-контроле, одна из главных моих задач – это плечом всегда отдавливать его подбородок в сторону, вот сюда, чтобы он не мог делать креветку. Да? Когда мы контролируем подбородок, то сопернику будет тяжело сделать креветку. Для того, чтобы выполнить сегодняшний прием, да, удушающий, нам необходимо, есть как бы два варианта, да, но мы давайте разберем со смены базы и потом разберем без смены. Со смены базы это выглядит вот так. Мы работаем здесь, мы, меняя базу, ложимся на правое бедро и разворачиваемся к нему лицом. Вот сюда. Вот так. Работая здесь, мне теперь необходимо достать руку из-под головы и взять его вот за этот отворот. Берем его вот таким вот образом, вот, руку ставим вот сюда прям, вот, и забираем. Да, стараемся брать чуть поглубже туда, чтобы удушка была плотнее. Все, я первый захват взял. Далее, после того, как мы взяли захват, нам нужно вернуться обратно в изначальную позицию. Для этого обратите внимание вот на эту ногу. Мне надо, чтобы я ногой зашел вот сюда под руку, чтобы рука осталась там. Для этого я делаю вот, я начинаю с этой ноги, вот завожу и возвращаюсь в изначальное положение. И далее я делаю следующее. Я достаю руку и засовываю ее вот сюда. Подними голову чуть. Вот так. Мне нужно взять либо отворот, либо взять плечо. Да, вот здесь. Вот два варианта есть. Но при этом мы не забываем про давление. Мы всегда должны сверху соперника поддавливать. Поэтому я вот прижимаюсь. Не отрывая груди, я вот перекидываю руку. Вот видите, она куда ушла. Я взял за плечо. И далее я делаю такое вот движение. Я ногами растягиваюсь, а рукой локоть начинаю опускать вниз. Тем самым доделываю удушающий. Еще раз. Были мы в позиции side control. Забрали подмышку, отключили подбородок, да, плечом. Туда развернули. Все, вот моя позиция. Далее меняем базу. Разворачиваемся к нему лицом. Отсюда, когда вы поменяете базу, ни в коем случае не надо оттягиваться вот так, потому что он сразу будет, да, отключать голову, накидывать ноги и тем самым будет пытаться выйти. Вы всегда работаете к нему плотно. Вот ваша задача, как и находиться. Далее, не отрываясь, убираем руку и берем отворот. Все, вот я взял отворот, начинаю поджимать. Вот его поджал, вернулся в обратное положение, убрал руку, перехватил за плечо, растянулся и, опуская локоть вниз, задушил. Есть вариант работы, когда мы не меняем базу и берем уже захваты, находясь уже в сайд-контроле. Да, например, очень часто бывает, вот мы сидим здесь, я просто достаю руку и забираю отсюда. И проделываю все то же самое. Я прижимаюсь для более плотного. Вот тут есть такой небольшой момент, когда ваши руки
вы не контролируете свой баланс. Вот можно попробовать головой стать в пол, вот сюда, чтобы ваш баланс вы всегда могли контролировать. И отсюда спокойненько руку перекинуть, забрать необходимый захват и провести удушающий. Еще раз. Мы были в положении side control. Отсюда, например, я меняю базу. Например, для чего я меняю базу? Соперник, допустим, пытается сделать креветку. И когда он делает креветку, чтобы вот его нижняя коленка не залезла вовнутрь, да, и он не восстановился, я меняю базу. На его движение я сразу меняю таз, положение таза. Тем самым перекрываю ему ноги, и его креветка будет неэффективной. И далее отсюда работу. Накидываю руку, возвращаюсь обратно, могу поставить голову, перекидываю руку, беру второй захват и начинаю делать уже удушающий. Давай. Так, я смотрю. Уходим в боковую. Так, теперь. Рукой берем захват. Да. Большим пальцем вовнутрь. Вот так. Далее. Нет. Мы возвращаемся обратно. Ставить контроль. Упираемся головой. И вот эту руку перекидываем. Вот. И вот сюда. Да. Держим плечо. И опускаемся вниз. Затягиваем и делаем. Делаем удушающий. Еще раз. Делаем. Хорошо. Хорошо. Единственный вот момент, ложись. Единственный момент, запомните, вы должны все плотно. Да, и находясь вот здесь, как можно еще сделать? Очень часто бывает, что вот эта рука находится, вот, вы можете взять вот здесь уже отворот, подними чуть, вот, видите, вот здесь, и сделать вот такое движение рукой. Вот, вы раскрываете и просто перекидываете его вот сюда. И у вас уже получается плотный захват. Можно так сделать. Можно ее достать и закинуть сюда сразу. Зависит от того, как работает соперник. Например, если он руки держит около шеи и контролирует отвороты и не дает мне забрать, то для меня будет удобный способ, когда я работаю снизу. Я заберу здесь, перекину руку, и вот, видите, она сразу встает на шею. Тогда я делаю все то же самое. Я возвращаю сайд контроль, перехожу и начинаю душить. Если соперник руками не контролирует здесь шею, да, но чаще всего бывает, что они отвороты контролируют. Если он не контролирует, тогда мы с вами можем взять просто вот такой захват сразу, да, работаем. Например, он меня оттягивает руками. Вот, у него руки работают, шейная зона раскрыта. Я сразу вот раз забираю. Все, я взял и начинаю весно возвращаться назад, да, туда. Давить. Например, даже если он вас держит, вы можете второй рукой брать руку и обратно прижаться. И сделаем, повторяем то же самое. Уходим в сайд контроль, перекидываем руку и начинаем дышать. Все, пробуйте, обучайтесь и пишите. Спасибо.